Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня у нас на обзоре ресторанчик, который в основном посвящен козе. Но это не означает, что мы только козу сегодня будем пробовать. Конечно же, пройдемся и по разным местам. Особенно меня интересует та вещь, которая здесь в огромных канистрах находится, а на канистрах есть кранчик. И при ближайшем рассмотрении это настоечка, конечно же, алкогольная, которая настоена на не пойми чем, господа. Давайте смотреть. Что ж, господа, попытались мы сделать какое-то разнообразие. Я свои попытки на этом еще не оставляю, но они, когда я попросил утку, говорят, нет, утки нет. Я говорю, а может каких-то креветок, кальмаров? Они такие, ну да, но у нас, короче, коза, берите козу. Хорошо, козы мы взяли, все нормально, все как положено. Мы отрезали кусок ноги, точнее не кусок ноги, а я смотрю на нее, это целая нога козы. Затем кровищи попросили, и наверняка еще что-то мы найдем, что к козе не относится. Это сделать довольно сложно, потому что все остальное, это вот видите, это все касается козы исключительно. И здесь есть еще несколько, конечно же, хот-потов. Я не знаю, может быть, и на них мы сообразим что-нибудь. Но, короче, в данном случае коза нас уже ждет, а также есть еще ливерная колбаска. С нее и начнем. Ну что, красавцы, хорошо поздравили своих красавиц на 8 марта. И думали, что все уже закончилось. Галочку поставили. А ничего, тот факт, что радовать любимых нужно каждый день, когда есть возможность. Даже если любимый твой человек – это ты. С нашими друзьями доставка еды Foodband поздравить кого нужно стало значительно проще. Достаточно заказать что-нибудь вкусное вообще без повода. Вот хоть сейчас. Тем более, что с моим промокодом Костян25 будет приятная скидка на все заказы и на любые блюда. Скидка многоразовая. Хоть каждый день пробуй разную вкуснятину. Готовят и доставляют круглосуточно. Чем больше заказ, тем больше скидка. В меню Foodband много разной пиццы. И нажористая, и изысканная. Понравится и тебе, и ей. Тем, кто на диете и тесто не ест, берем поке-боллы с морепродуктами. Или, если любите рыбку, добавляем в заказ роллы. Ну а чтобы согреться, горячие блюда со сковородки, лапшу, мясо, курочку. Вот, например, пицца «Королева моря» с креветками и лососем для твоей королевы. А на десерт клубничный чизкейк. Самое главное, не забывай писать мой промокод Костян25. Это скидка на все заказы. Приятного аппетита! Давайте колбаску. Ничего так. Это вкусно. Ферментированный тофу, да. Слегка специфический вкус. Опять же, да. То ли я уже, Роман, приелся, то ли начинаю ощущать то, что это вкусно. Да, это здорово, хорошо. С большим удовольствием ливерная колбаска именно с этим тофу. Что касается вот этого вонючего тофу, а это креветочный ферментированный, да, Ром? Да, ну, ты помнишь вот этот креветочный соус, да. Вот это жесть, вот это другое дело. Его тоже в долгий ящик давайте не откладывать. Пока Роман разбирается с колбасками и тофу, я вот с этим вот, с остротой, тоже не жалеючи обмакну. Нет, к этому я еще не привык. Нет, это серьезно, это кто-то сдох. Я не знаю, сколько его надо. Его даже, я не уверен, что мне поможет, если я вот коснусь его просто. А теперь немножко кто-то сдох. Роман, давай. Ты будешь с этим? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тогда говори мнение по поводу колбасок в целом и с тофу в частности. Вот эти колбаски, я не помню, чтобы нам где-то попадались плохие или просто обычные. Они везде хорошие. А вот с тофу, да, тофу соус офигенный. Он какой-то какими-то ягодами даже отдает. А вот то, что касается
креветочного ферментированного. Это оружие массового уничтожения. Ни в коем случае его не пробуйте. Да нет, пробовать можно, но исключительно ради таких же, собственно, ощущений, как у меня. Хотя все люди разные, может быть, кому-то и зайдет. Хорошо, давайте ближе к козе. А и вот она, нога козы. Ну, как видно, жилистая была, но и не без мяска. Давайте нарезать. One eternity later. Ну, попросили вот ножичек поострее, ну, со шкурой, да нет, даже со шкурой справляется. Давайте вот как-то так и отрезать теперь. У них даже поварской не особо такой, но ничего, справились. Вот так. Вот. И вот это теперь можно разрезать. У меня создается впечатление, что она еще не добегала. Я имею в виду, что она еще бы побегала, а ее уже подали. Ну, это так. Сугубо мои личные ощущения. Поготовить бы ее еще маленько. Напишите в комментах, типа она уже прибежала или все-таки еще бы побегала. Так, ну что-то поднарезали, ладно, попробовать нам хватит. Давайте, собственно, этим и займемся. Соусов у нас, благо, хватает. Теперь с рыбным и чили. Кусочек мяса козы. Придется целиком не откусить. Угу. Само мясо хорошее. Это уже приготовленное. Я тут шутки шутковал насчет того, что побегать. Вкусно, хорошо, здорово. Но жил дофига. Кто-то скажет, Костян, так они ж могут для тебя разделать. Могут. Только они жилы не чистят. Они ее просто нарубят вот так, как попало. И у тебя в любом кусочке будут жилы. Один фиг. Шкура. Она и не резина, она и не хрустяшка. Консистенция, как у гриба, который уши. Помнишь его, да? Вот это гриб уха. Только во 100 крат более твердая. А так, ровно та же самая тоненькая пленочка, которую так пожевать, похрустить. Только с соусами, сама по себе. К сожалению, сама по себе, вот коза я не вижу. Там внутри они каких-то трав навалили в брюшко, а снаружи ничем не обколото, ничего не сделано. Это просто вкус самой по себе козы и мяса. Неплохо? Да, неплохо. Придется ли это дополнять какими-то соусами? Да, конечно. Ну, с тофу. Да. Не, блюдо симпатичное. У меня претензий особых нет. Коза дикая. Ну, в плане на свободном выпасе. Я бы, конечно, предпочел, что ни говори, относительно того, как местные любят и вот этих фитнес-кур и прочее. Фитнес-кура для тебя бульон. Фитнес-коза примерно то же самое. Вываривайся 3 часа. После этого ты будешь хороша. Вот сейчас это просто неудобно. Очень много мороки с тем, чтобы вычищать. Я тут попытался эти пленочки подснять, где-то что-то. Один черт, это достаточно жесткое, на мой взгляд, мясо, потому что попадаются жилы. Ладно, долго распинаюсь, Роман. Но особо удовольствия не получил, потому что, во-первых, шкура, она выглядит как такая аппетитная хрустяшка, а по факту это просто кусок ткани, который ты что жуешь, что не жуешь, тебе просто ее приходится проглотить, так и не проживав. Мясо, ну, почти что
такая лютая резина, которую тоже проживать невозможно. Ну, местами попадается, конечно. Извини, перебью. Не само мясо. Само вот кусочек мяса, где попадется тебе, без жил, без всего, оно отличное. Но мне попадалось и без жил тоже куски мяса. Все равно оно такое как-то, ну, очень резиновое и слишком фитнес. Да. А что касается вкуса, ну да, это просто вкус самого мяса. Ничего они не задали при готовке. Приходится местными соусами пользоваться, чтобы хоть как-то разнообразить. Ну, в общем, если сильно голодный и хочешь много мяса съесть и запить это пивом, ну, пожалуйста. да, наверное. А если получить удовольствие от блюда, ну, скорее всего, нет. Вы знаете, да, это скорее такое спартанское в данном случае блюдо, потому что ты заказал ногу, вроде как и это на компанию, естественно, это не на двоих, и, ну, на троих мужиков-то точно, да, тут есть что погрызть. Другой вопрос, что это можно попросить их почистить, но от этого качество не улучшится, жилы так как были, так и останутся. И, ну, если нравятся местные соусы, ну и вкус козы. Хорошие, удобные, вкусные кусочки попадаются. Это ключевое слово, господа. Они попадаются. Поэтому с этой даже здоровой ноги, которая, я, кстати, не знаю до сих пор, сколько стоит, кусочки мяса только попадаются. На свой страх и риск, как говорится. Нет, можно, наверное, вырезку заказать, но там будет значительно все дороже. Поехали дальше. А это у нас, господа, кровища. Угадайте, кого? Ну, конечно же, козы. Да, что, выглядит симпатично. Вот это блюдо уже, по крайней мере, точно жевать не придется. Ну, давайте куснем. Нежненько. Смотри, Ром, а там внутри намешано что-то. Хрящички. Не, дайте-ка я еще раз. Солененькое. Внутри какие-то, во-первых, травы. Я чувствую такой аромат травишки небольшой. Но отдельно прям, чтобы трав не встречается. Плюс, что интересно, вот здесь на срезе, давайте сейчас я вот так вот сделаю покрасивее. Вот, на срезе можно будет увидеть, что есть вкрапление чего-то. Я не пойму, то ли это фарш, то ли это что-то еще. Вот это блюдо. Это блюдо, это вкусно. Это приятно. Один вот эту штуку моментально съедаешь. Это можно смело брать каждому. Я уверен, это совершенно недорого. То, как сделано, консистенция, вид, все здорово. У меня сплошные восхищения. Роман. Ну, из всех кровей, что мы когда-либо пробовали, я могу прям с уверенностью сказать, что это лучше. Я бы даже сказал, что это прям деликатес. Очень вкусный набор специй, кусочки мяса попадаются внутри вот этой нежной консистенции крови. Блин, это прям офигенно. Это действительно очень круто, вкусно. Как всегда, ценник появляется, а я уверен, что это еще плюс ко всему и недорого. Мы не исключено, что и еще закажем, чтобы действительно у нас здесь 4 человека сидит, чтобы каждому вот по одной такой плошечке полноценно съесть. Я, может, даже и домой одну штучку возьму, потому что, ну, своим привезти, то как минимум с удовольствием тоже съест, чтобы она попробовала. Это вкусно и это здорово. Давайте посмотрим все-таки, что у них не козы, какие части или что-нибудь, какие блюда не козы у них здесь есть. Подъехали кальмары. Наконец-то что-то, что не касается козы. Но с козой мы еще тоже даже не закончили. Короче, кальмары не чищенные. Горячий. Башку вот так вынул, отложил. Так как хитин внутри, поэтому, ну да, там кишочки тоже. Делаем вот так. И вот он хитин. Для нелюбителей кишочек, как я, можно сделать еще вот так. Все. После этого у вас замечательный, прекрасный, почищенный кальмар. А вот с рыбным и со остротой я всегда к кальмару рекомендую именно этот соус. Хороший, нормальный кальмар. Если он и был заморожен, то не более 2 дней. Да, скорее всего, я примерно так и скажу. Это хороший, отличный кальмар. Это не резина, это не передержано. С ним все в порядке. Отлично. Молодцы, кайф. Так что даже в ресторане, где основным
задающим тоном является коза. Хорошие морепродукты. Роман. Да, согласен, офигенные кальмары, как будто только что по рынку плавали. И что касается соуса, вот у меня и к кальмарам, и к каракатицам тоже любимый – это рыбный с остротой. Да, это достаточно универсальная штука. В данном случае, как вы видите, они остроты абсолютно не пожалели. Поэтому в зависимости от того, насколько любите остроту, можно всегда попросить просто отдельного рыбного соуса без остроты. Он называется Ник Мам. Это по-вьетнамски будет рыбный соус. Поэтому просто показывайте Ник Мам. Все, вам принесут и можно без остроты. Едем далее. Креветок у них не оказалось, и мы сидим, ждем такие, ребят, принесите нам, в конце концов, уже креветочки, а у нас их нет. А никто нам не говорит. Мы такие, ну окей, ладно. Заказали ту часть козы, а именно реберную, которая соприкасается с теми травами, которые они предполагали задать вкус для этой самой козы. Мы попросили нарезать, а нам любезно ее нарезали на какие-то вроде как удобоваримые кусочки, но учитывая, что реберная часть жесткая, шкура, ладно, не надо, я хочу попробовать именно просто так. Имеет ли смысл вообще наличие этих трав внутри тушки? Ну да, здесь пожевать мясо поменьше, здесь побольше вкуса. На мой взгляд, ребят, как бы я вообще делал и поступал бы с этой тушкой? Я бы ее сначала окунал бы в чан, либо мариновал в чем-то очень долго, чтобы размягчало это мясо, либо вообще чуть ли не отваривал. Ну, там просто подержал при высокой температуре, без отварки, конечно. А уж только потом бы я вешал это дело на вертел, еще и шприцевал бы всякими разными ароматами, и вот тогда, скорее всего, это было бы то, что нужно для нашего, опять же, вкуса. А учитывая количество и разнообразие ресторанов, которые здесь вот так вот это подают, очевидно, им так и неплохо. Еще, как я говорил в самом начале ролика, мы попросим тех самых настоечек непонятных, которые здесь у них подаются. К финальной вот этой козе, которая, в общем-то, вполне себе ароматная, давайте накапаем. Здесь у нас кардицепс. Вы знаете, что для меня это исключительно мозговыедающий гриб, но да, я теперь уже в курсе, что существует такой гриб, который, ну, действительно довольно забавный. Окей, 20 граммчиков, да под козу. Слушай, тут даже с поверхностным натяжением она чуть выше. Ваше здоровье, господа. Не особо, доложу я вам, чувствую я какой-либо вкус грибов, либо еще чего-то. То ли это настаивалось недолго, то ли это еще что-то. Я, короче говоря, выпил обычной той самой самогонки, не самого, доложу я вам, высшего качества, которые вот здесь вот везде присутствуют. Короче говоря, вот даже я, ну да, окей, запивать не нужно, но запивать не нужно, покуда я выпил только 20 грамм. А с точки зрения послевкусия, ну вот сейчас, да, на выдохе я чувствую, что, ну, более травяной какой-то вкус. Роман сейчас тоже чуть-чуть попробует, скажет свое мнение, но на мой взгляд, Ром, а сколько она стоит? Ты не знаешь? Ну, здесь появится. Я бы, честно говоря, чисто ради эксперимента, наверное, вот если у вас большая компания, заметьте, большая компания, потому что вот меньше они не наливают. Мы попросили на троих, и на троих вот нам вот это принесли. Мы это, конечно, все выпивать не будем. Давайте, Роман пробует первую, а я то, что настояно на
гениталиях козла. Итак, господа, козла. Это по-другому. Слушай, а это полегче. Это полегче зашла, как будто бы чем-то разбавленная. Не знаю. По большому счету, это уже тонкие материи. Я вернусь к основному. Это, ребят, хрень и то, и то. Не надо этого брать, вот эти все настойки и так далее. Это хреновая самогонка. Разбираться в этих тонкостях, честно говоря, не хочется. Я бы такое не пил ни в коем случае, если бы не обзор и не хотел бы вам это показать. Я вам это показал. Проходите смело мимо всех вот этих вот настоек, оставьте их где подальше, это лишняя трата денег, никакого удовольствия не получите. Исключительно, если вы хотите сняться рядом с этой бочонком, где вот плавает что-то такое, что вы сейчас попробовали. Исключительно в туристических целях, не более. Роман, твое мнение? Чувствуется, что это самодельный самогон. Ну, конечно, не самого высокого качества. Набухиваться им я бы не советовал, но пару рюмок попробовать можно, почему бы и нет. Ничего в этом супер противного нету. Как бы просто узнать, что такое вьетнамский самогон. Да, Роман у нас со стажем, оказывается, для него ничего противного нет. Роман, без претензий, не смотри на меня так. Короче говоря, ребят, на мой взгляд, вообще исключительно в туристических целях, поэтому, да, много, конечно же, его не заказывайте. В остальном, вот такое вот местечко. Давайте быстренько подведем итоги. Вы знаете, ребят, по итогу я могу сказать про это место следующее. Да, коза на вертеле, но я от нее немножко устал. Я уверен, и вы тоже, а именно по той простой причине, что это обычная, черт возьми, коза на вертеле, без всего, внутри абсолютно бесхитростный набор специй, это, я не знаю, лемонграсс, там еще какая-то трава и так далее, который не проникает в остальное мясо. Исключительно грудинка немножко им пропитанная. Этого, на мой взгляд, недостаточно. Опять же, я не знаю, может быть, местным заходит, но на мой взгляд, ребята, у вас дикая коза, у вас дикая курица, у вас дикое еще что-то. Да, хорошо, из них будет замечательный супешник, но вы, если хотите подавать это именно так, ну, давайте сделаем это помягче. Вот и все. И после этого для меня бы здесь стало просто все шикарно и здорово. По поводу отсутствия креветок, других каких-то блюд, мне не очень это понравилось. Кальмары отличные. Вот кальмары молодцы. То, что у них в наличии, то на уровне. А это означает все-таки, да, молодцы. Это хорошо. Ну а что же касается тех самых напитков, которые здесь кое-где присутствуют, на мой взгляд, оно того не стоит. Ребята, если хотите привезти вот эту вот бутылочку с коброй или еще с чем-то, да, окей, это можно купить как сувенир. Это интересно, здорово и классно, но не забывайте, во-первых, что это 20 грамм 2 раза в неделю максимум пить. Это, знаете ли, не посидеть на вечерок, так что имейте в виду. А во-вторых, ну, оно того не стоит, на мой взгляд. Так что исключительно ради сувениров. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Мы сегодня очень вкусно покушали. Я впервые попробовала мясо козы. По мне, это очень, ну так, обычное мясо. Единственное, что скажу, людям с брекетами, как у меня, будет сложновато проживать. Я, например, кожу вообще не ела, просто выдернула и отбросила. Я уже не стала. Что насчет крови козы? Это было что-то с чем-то. Просто бомбезно. Мне очень понравилось. Во-первых, вкус крови не чувствуется. Ты чувствуешь только фарш, который внутри самого блюда. И это очень вкусно. Рекомендую. Кальмар, ну, он обычный. Я такое уже пробовала. По мне так никакого отличия нету, что
что магазинный, что свежевыловленный. Я ничего такого не почувствовала. Так, а ты, спрашивается, где живешь, что для тебя магазинный ровно такой же, как здесь? Я сама из и по мне так нету никакого отличия между вот этим кальмаром и кальмаром из магазина из моего города. Единственное, он очень мягкий, хорошо приготовленный, не резина ни в коем случае. Реберная часть козы пропиталась травами, специями. Она более такая выраженная, чем нога, которую мы ели до этого. Первая настойка на кардицепте, она по вкусу просто как самогон. Вообще ничего не чувствуется. А вторая настойка, да, она... На нем самом. Да, на нем самом. Она чувствуется там вкус травы какой-то. Но она помягче. Нет? Я бы Какие не у тебя сказала, ощущения? что она помягче. Ага. Просто там какой-то другой вкус. Ну да. Да. Ресторанчик сам очень понравился. Правда, скажу, что тут обслуживание немножечко так хромает. Вот. И мы сами прилетели сюда, три дня назад, пользовались услугами Костяна. Нам очень понравилось. Нам, получается, подобрали отель, нашли трансфер из Хошимина, поменяли деньги, нашли сим-карты и показали, куда можно идти, что можно попробовать. А также мы сходили на экскурсию. Экскурсию мы брали в маяк и на храм Будды. Лично мне очень понравилось. Всем пока, приезжайте во Вьетнам. Только SPF кремень не забывайте, 100+. Жопку кусни сначала. А хитин где? А, вытащил. О, Господи. Вот это сивуха. Не тряси руками, больше просыплюсь.